Мать и дети-близнецы умерли в один и тот же день, но на похоронах всех потрясла одна деталь. День начался, как любая другая солнечная суббота в Санрайз-Хайтс, небольшом районе, где, казалось, все друг друга знали. Приятная музыка и запах жареных блюд доносились со двора скромного дома, где Найла была занята изготовлением воздушных шаров и украшений для празднования 12-летия своего сына-близнеца. Она была гордой матерью двух смышленых, игривых мальчиков по имени Джейден и Джейсон. Темнокожие и полные энергии, они были предметом ее гордости. В свои 34 года Найла проявляла непоколебимую преданность своему делу. Она растила своих близнецов в основном одна, с помощью своей пожилой матери, миссис Тельма. Близнецы прыгали по гостиной, взволнованные видом серпантина и большого торта, украшенного мотивами супергероев. Место. Они кричали от восторга, а Найла сияла, наблюдая за ними. Наблюдая из угла, ее давний партнер и отец мальчика, Малкольм, неохотно улыбнулся. Он недавно вернулся в их дом после нескольких месяцев отсутствия. Хотя его присутствие на вечеринке приветствовалось, между ним и Найлой возникло едва заметное напряжение, которое никто не мог объяснить. Но пока никто не обращал на это особого внимания. Это должен был быть праздничный день. Друзья и соседи радостно собрались, чтобы отпраздновать 12-летие Джейдена и Джейсона. Двор был наполнен смехом, игривыми детьми и взрослыми, которые общались за бокалами вина. Найла внимательно следила за тем, чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно, и чувствовала глубокое удовлетворение, видя счастье своего сына. Позже все перешли в дом для разрезания торта, весело напевая «С днем рождения», пока Джейден и Джейсон задували свечи. Первый кусочек был с любовью подарен их бабушке, миссис Тельма, подчеркивающая теплоту и семейный дух торжества. Все угощались большими кусками торта, наслаждаясь сладким моментом. Найла почувствовала, как ее переполняет огромная благодарность. Она и представить себе не могла, что этот день примет крутой, жестокий оборот. Примерно через полчаса Джейден потянул мать за руку и сказал, «Мам, я странно себя чувствую». Он схватился за грудь, его дыхание стало прерывистым. Встревоженная Найла наклонилась, ее голос звучал настойчиво. «Что значит странно? Где болит?» Джейден попытался заговорить, но прежде чем он смог ответить, его колени подогнулись. Он рухнул на ковер, с его губ сорвался тихий стон. Музыка внезапно оборвалась, и гости бросились к ним. Малкольм отставил свой бокал в сторону, в его глазах вспыхнуло беспокойство. Найла с колотящимся сердцем позвала на помощь. «Кто-нибудь, позвоните в 911». Тем временем маленький Джейсон, стоявший рядом со своим братом, в шоке уставился на него. Затем, словно под воздействием той же невидимой силы, глаза Джейсона закатились, и он тоже рухнул на пол. По толпе прокатилась волна паники. Миссис Тельма уронила тарелку, и звон разнесся эхом. Она вскрикнула: «Но не моих детей!» Ее дрожащие руки потянулись к ним. Пока некоторые гости пытались обмахнуть мальчиков веером или проверить пульс, Найла почувствовала острую боль в груди, от которой у нее перехватило дыхание. Она задыхалась, пытаясь заговорить. Люди вокруг нее в замешательстве закричали, трое внезапно упали в обморок. Во время радостного празднования дня рождения внезапно произошла трагедия. Найла и ее сыновья-близнецы, Джейден и Джейсон, внезапно упали и умерли. Несмотря на немедленные попытки сделать искусственное дыхание и быстрое прибытие парамедиков, все трое были объявлены мертвыми, что повергло общество в смятение и скорбь. Возникли предположения о возможных причинах, но однозначных ответов на этот вопрос не было найдено.
2 дня спустя община оплакала их потерю на торжественных похоронах, похоронив Найлу и ее сыновей вместе в одном гробу, что символизировало вечное единство семьи на фоне всепоглощающей скорби. В тот день безжалостно взошло солнце, превратив легкий ветерок в безлюдную тишину. Люди тихо плакали под небольшим белым тентом, открытый гроб стоял на возвышении. Многие подходили, чтобы отдать дань уважения, и слезы наворачивались на глаза, когда они видели мать и сыновей, лежащих рядом в безмолвном покое. Госпожа Тельма стояла ближе всех, стойкая, но дрожащая. Она принимала соболезнования от соседей, монотонно повторяла «спасибо». Ее глаза были прикованы к лицу дочери, как будто она запоминала каждую черточку. Она нежно коснулась неподвижных рук близнеца, убирая прядь волос со лба Джейсона. Случилось невообразимое. Малкольм, отец мальчика, молча стоял в стороне от толпы, опустив взгляд. Он периодически вытирал глаза, хотя было неясно, плачет ли он на самом деле. Некоторым наблюдателям показалось, что он выглядел отстраненным, что его печаль казалась странно наигранной. Но никто не осмелился высказать свои подозрения вслух. Это был день траура, а не для того, чтобы показывать пальцем. Когда пришло время закрывать гроб, распорядитель похорон молча кивнул. Носильщики вышли вперед и выстроились в очередь, чтобы закрыть тяжелую крышку. Внезапно раздался общий вздох. Один из носильщиков застыл, неуверенно указывая рукой. На левом запястье Найлы все увидели движение, слабую дрожь, как будто ее рука подергивалась. Другой участник похорон воскликнул: она шевелится!» Тишина сменилась замешательством. Распорядитель похорон пытался сохранять спокойствие. Но началось столпотворение. Люди закричали: «Она жива!» Другие настаивали, что это просто перемещали тело. Затем появился более отчетливый признак. Веко Джейсона дрогнуло. Сосед подошел к гробу и наклонился ближе. Его грудь поднимается. Толпа напирала, напряжение росло, когда они стали свидетелями немыслимого. Близнецы и их мать, предположительно безжизненные, теперь слабо шевелились. Госпожа Тельма со слезами на глазах, спотыкаясь, шагнула вперед. «Мои малыши! Они живы!» Она просунула руку внутрь, коснулась руки Джейсона и почувствовала слабое тепло, которого не было 2 дня назад. Другой наблюдатель проверил пульс Джейдена. «Я не могу в это поверить. Я чувствую его сердцебиение. Оно слабое, но есть». Вся толпа уставилась на него, разинув рты. Снова начался хаос. Некоторые потребовали перепроверить первоначальное медицинское заключение. Другие бросились вызывать скорую помощь. Тем временем Малкольм отступил назад, на его лице отразился шок. На мгновение он посмотрел в сторону, словно ища выход. Сцена балансировала между чудом и замешательством. Как могли 3 человека, которые были объявлены мертвыми, теперь подавать признаки жизни? Парамедики прибыли через несколько минут с воем сирен. На этот раз под пристальными взглядами всей округи они внимательно осмотрели мать и близнецов. Действительно, пульс у каждого был слабый, но присутствовал. Парамедики быстро уложили их на носилки, погрузили в машины скорой помощи и увезли в больницу. Ошеломленная толпа расступилась. Аплодисменты стихли, смешиваясь со всхлипами облегчения. Люди обнимали друг друга, удивленно качая головами. Несколько дней спустя стало известно, что состояние Найлы и ее сыновей стабилизировалось. Они чудесным образом вернулись к жизни после того, что когда-то считалось неминуемой смертью. Местные СМИ ухватились за эту историю. Врачи больницы, озадаченные, но испытывающие облегчение, заявили, что хотя некоторые заболевания встречаются крайне редко, они могут имитировать смерть. Как объяснил один из специалистов, они как будто впали в состояние, похожее на глубокую кому.
Их жизненные показатели были настолько слабыми, что спасатели ничего не обнаружили. Но что-то вызвало их пробуждение. По их теории, это скрытая реакция в крови, возможно, вызванная лекарствами или токсинами, действие которых постепенно прекращается, или крайняя форма каталепсии. Что касается Малкольма, то подозрительные взгляды превратились в открытые обвинения. Некоторые заметили, что с самого начала он вел себя странно, не совсем убитый горем, но нервный. Когда Найла набралась достаточно сил, чтобы заговорить, она раскрыла суть дела. За несколько дней до этого ее подташнивало, и она заподозрила, что с некоторыми таблетками, которые Малкольм посоветовал ей принимать от стресса, что-то не так. Близнецы, должно быть, тоже что-то случайно проглотили. Полиция начала расследование. Сначала никаких официальных обвинений предъявлено не было, но ходили слухи, что Малкольм, возможно, организовал что-то темное, надеясь на получение наследства или выплаты по страховке. В промежуточный период миссис Тельма стояла на страже у больничной палаты Найлы. Она тоже охраняла подопечного своего внука. Мы все были одурачены, думая, что они ушли, но у Господа были другие планы, прошептала она им, поглаживая близнецов по волосам. Эта деталь в гробу, это легкое подергивание раскрыли правду. Ее голос дрожал от благодарности каждый раз, когда она вспоминала эту сцену. Это было совсем незначительное движение, но оно изменило все. Один из участников похорон заявил, что никогда больше не поверит своим глазам, когда увидит гроб. Тот день преподал нам всем урок. В последующие недели сага о похоронном чуде звучала в местных радиопередачах, газетах и социальных сетях. Родственники и незнакомые люди со всех сторон предлагали свою поддержку. Местная церковь организовала новый сбор средств, чтобы помочь матери и сыновьям пройти медицинское обследование. Тем временем детективы потихоньку выясняли роль Малкольма. Люди шептались о том, каким потрясенным и нервным он выглядел в тот день на похоронах и как он пытался ускользнуть, когда толпа поняла, что они живы. Некоторые говорили, что после получения результатов анализов в больнице отец полностью исчез, предположительно, чтобы избежать преследования закона. Что произошло на самом деле, оставалось загадкой, но один факт оставался непоколебимым. И снова мать и ее чернокожие дети-близнецы, считавшиеся погибшими в один и тот же день, вернулись на похороны благодаря единственному толчку, который заметил наблюдательный человек, несущий гроб. В городе, где царит цинизм, это воспринималось как знак свыше, любовь сильнее отчаяния, а жизнь — как воплощение самых мрачных планов. В конце концов, Найлу и близнецов выписали. Их путь к настоящему выздоровлению был долгим, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Но когда она провожала их из больницы, сжимая руки каждому из них, миссис Тельма смотрела на них с непоколебимой любовью. «Вы ушли, но вернулись», — прошептала она. «Это значит, что ваше предназначение здесь не закончилось». Найла посмотрела на Джейдена и Джейсона, которые прижались щеками к ее боку. Она поцеловала их в лоб, и на ее глаза навернулись слезы при воспоминании о том, как близко все они были к вечной тьме. Несмотря ни на что, сейчас они стояли вместе на солнышке, и впервые за долгое время Найла почувствовала, как надежда наполняет ее сердце. Она обманула смерть, когда ее дети были рядом. И это была деталь, которую никто никогда не забудет. Было ли подозрительное поведение Малкольма во время и после трагедии достаточным доказательством того, что он намеренно отравил Найлу и ее сыновей-близнецов, или это могло быть просто неправильно понято? Гриф был в шоке. Гриф стоял в шоке.